Передо мной 3 самокатчика было, и их взорвало. Были на технике на мотоцикле в составе 29 человек. Мотоцикл взрывается, и там человек падает, орет там. Роботы тебя убивают, нелепая смерть. Ну, выпил, да, и ничего не подписал контракт. На каких-то патриотических побуждениях? Ну, друг типа говорит, давай контракт подпишем. И я подписал контракт, а он не подписал контракт. А он не подписал? Нет. Подписать контракт вот в России, ну это как визитка. Ну то есть ипотеки, не ипотеки, а так ну невозможно, люди. Тяжело жить. 2 месяца назад, то есть 15 числа, я подписал контракт. Или, ну, лям 900 заплатили мне. А я вот 1 декабря закатился, а он на мотоцикле перед 1 декабря. А потом где-то 2 декабря ко мне присоединился на самокате уже. Меня камикадзе спалил и взорвал. Ну, у нас много было, у нас было не то 24, не то 34. Мотоциклистов? Да. Начали взрывать. Прям уже как мы начали только заезжать. Я, ну, живой оказался. Бежал назад, мотоцикл взорвали, потому что... Потом закатился я на самокате 2 раз. Я на самокате, но он у меня сломался, я, короче, ну, можно сказать, пешком. Я на самокате доехал до моста железнодорожного, вот перед Нелеповкой, а остальное пешком все. Вот вообще первый, я закатывался, вот забыл сказать, я закатывался первый день. Я, короче, обратно, короче, ушел. То есть передо мной 3 самокатчика было, и их взорвало. А что за самокаты? Ну, я не знаю, ну, черные они. Ну, они такие узкие, прям маленькие. Вот у меня в городе эти, которые вот платишь, вот на них ездишь, они большие вот такие. А это маленькие, тонкие такие. Ну, не знаю, маленькие, обычные. А скорость какая максимальная? 50 можно разогнать по прямой. 50, может, 48, там, вот так. Ну, в колесо поднимал, 48 разгонял. Были на технике на мотоцикле в составе 29 человек. Все 29 на мотоциклах? Да. Не страшно было ехать на мотоцикле? Страшно на мотоцикле было ехать. Боялся, что начну стрелять и убьют. Но поехал все равно. Пришлось, команда была. Ну, ты когда шел, о чем ты думал? На что ты надеялся? Ну, чтобы помочь своей семье. Ну, понятно. А что тебе будет приходиться делать для этого? Об этом ты думал? Ну, что стрелять придется. Угу. Стрелял вверх, и все. В птички. Попал? Нет, промахнулся. Смотри, вот вам говорят, выдвигаемся на штурм, 29 человек на мотоциклах. И как отреагировали? Типа, о, давай, и пойдем, да, или как? Нет. Ну, типа, не было мыслей, что как-то, ну, обычно на такие опасные дела едут как-то, ну, на броне хотя бы, там, да, ну, хоть какая-то минимальная защищенность. Сейчас же там FPV, сбросы, ну, просто, ну, как ты едешь на мотоцикле, ну, не было мыслей, что это ненормально? Были мысли, что ненормально, что нас отправили на мотоцикле. Хотел на броне, чтобы отправили, а так и на мотоцикле нас отправили. Как вообще считаете, это нормально, что ядерная сверхдержава посылает на штурм вот молодых людей на самокатах? Не знаю, мы много считаем, что ненормально. Ну, там, ну, много этого всего. Вот месяц там без еды, без воды нам не скидывали, ни воду, ни еду. Нас же в подвал говорят, вот вы сидите в этом подвале, и мы долго сидим. Мы вот в последнем подвале дней 25 сидели. Мы в плен нас, когда взяли, нас ребята покормили, нам сигарет дали покурить. Мы из плена не хотели уходить, мы просто вот реально вот дождь пили первые 8 дней. Ну вот самое страшное у нас было, когда нас взорвал вот большой дрон, Баба-Ягой его называют. Когда он нас взорвал, то что нас завалило, то что мы в подвале 3 дня или сколько сидели, не могли выбраться, то есть без всего. Мы думали, то, что ну, мы там и останемся, умрем. Просили, у нас были отмороженные ноги, мы просили, ну, обратно. Ну, то есть, можно нам идти обратно. То есть,
Нам говорили, то, что вот месяц пробудете, все. Месяц пробудете, потом поедете отдыхать. Мы уже чуть-чуть обманули, сказали то, что мы раненые. Можно нам, ну, как-то уйти отсюда. Сказали нет. Нас последний раз взорвали, это штаны попросили скинуть. Не скинули штаны. Ну, разорвало штаны от взрыва. Мы сидели в подвале 2 дня, ели чистую сухомятку. Нам хотелось двоим попить. Но я пошел за водой и нашел воду в палетке. Ну, начал когда брать, и второй там, ну, из ваших вышел покурить. И он говорит: опа-на, ты кто? Я сказал: я российский военнослужащий. Он меня взял в плен и вниз повел допрашивать. Боялись выходить. Парни сказали, что мы не будем вас убивать, с чего вы это взяли. Покормили, сигарет дали, попить дали. Знаете, кому в плен попали? Да, они сказали, и Азов. Азов, это серьезно, это украинское это элитное подразделение. Что вам говорили вообще по поводу плена? Брать, не брать? Нет, не брали. Нет, сказали, нам говорили, то есть вы, если будете пленны, если вы будете штурмовать, вы должны, короче, пленным говорить: выходи, выходи, сдашь с плена, ты будешь жить там, вот это все. А на самом деле должны расстрелять. Поэтому, ну, вот, удивились то, что ребята вот со стороны Украины, то, что нас, в смысле, командование так не кормило, мы ходили, голодали. То есть, ну, реально относятся как к людям. А чем занимался на Жданке? Работал грузчиком. Я тату-мастер. Я работал. На отделке работал. Я на стекле работал. А ты, когда шел, подписывал контракт, ты сразу хотел быть штурмовиком, вот в пехоту хотел? Куда возьмут? Ну так у тебя, смотри, есть образование тракториста, правильно? Да. Ну, не думал там мехводом пойти, например? Мехводом нет. Но мехводом они, если меня посадить на БМП, я знаю, что БМП это быстрее разбирает первых. То есть пошел в пехоту, потому что думал, что там безопаснее, да? Да. А хотите, чтобы вас обменяли? Да, очень Да, хотел. конечно, хотел. А не боитесь, что вас снова сюда отправят? Ну, если меня обменяют, я больше не хочу воевать, ничего. Я хочу только домой. Ну и интересно было вообще, что такое война. Ну, реально, какой-то интерес был. Вот я в армии не был никогда. Вот я посмотрел, я понял, ну, что это такое. Ничего хорошего. Ну, то есть, мне не понравилось. 50 человек, самокатчики, вот эти мотоциклисты, вот мы остались живые. То есть мы прям по рации слышали, как каждый день погибают наши знакомые, с которыми там, ну, с учебки. Ну, то есть мы каждый день слышали, как они погибают просто. Ну, бывало такое, то, что даже стоны в рации слышали, как, ну, как их штурмуют, убивают. Ну, то есть, ну как? Вот я, когда заходил по мосту, вот эти обугленные трупы, когда я шнурки завязывал на чем-то мягком, осмотрю этого труп, осмотрю еще один труп, осмотрю еще один труп. И когда вот везде вокруг трупов вот это мясо, нечего делать просто. Вот я понял, что война это не для меня. Я когда ехал на мотоцикле, просто, увидал просто в шоке, когда мотоцикл взрывается, и там человек падает, орет, там ногу оторвало или что-то. У меня был приказ только дальше ехать. Я не мог там не остановиться, ничего, потому что если останавливался я, то взорвут тогда и меня. Дроны много раз, очень много дронов. Я когда увидал птичек, очень много было. Вот. Они нас начали взрывать. Нелепо, роботы тебя убивают, нелепая смерть. Не боишься, что тебя снова сюда пошлют, когда обменяют? Не хотелось бы, чтобы снова идти. Я уж, не знаю, в тюрьму сяду, но не пойду больше. Не хочу уже. Почему? Смысла уже нет идти сюда. Уже заработал денег, да? Зачем? Или как? Почему нет смысла? Мне охота уже воевать за то, что России там чему-то хотят еще. Кто тебя ждет дома? Мать. Как мама отнеслась к тому, что ты пошел на войну? Плохо, очень. Она говорила тебе? Говорю. Привет, мама, у меня все хорошо, я жив, здоров. У меня все хорошо. Надеюсь, скоро вернусь домой.
Привет, мам. Со мной все хорошо. Надеюсь, скоро домой вернусь. Мы очень рады, что живы. И отнеслись к нам очень хорошо. И относятся здесь реально очень хорошо.